Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». Сегодня вас ждет 7000 урона на 8 уровне, защитник, который не защитил, и мастер-класс по Т-71 в номинации «Поддержка». Но сначала, как обычно, разогрев. Начнем разогреваться на карте Северо-Запад в компании с Первым Тигром. С самого начала боя немецкая машина смерти честно старается помочь союзникам. И это даже удается. Он с товарищами продавливает направление и решает ехать на захват. Один. Вот казалось бы, что может решить один танк? Много что. Тигр доезжает до вражеской базы уже при счете 5-9. Союзники продолжают умирать, захват не дошел еще до 70, а счет уже 5-14. Но это не важно. Как этот бой сам описал его автор, нелепый Колобанов. Едем дальше. Продолжим на Эль-Халуфе. В конце боя в команде зеленых остается лишь 2 РТМ-4 против 2 КВ-2, которые уже набили 9 фрагов. Ситуация достаточно устрашающая, и синхронная смерть КВ-2 и союзного М4 не облегчает жизнь арте. Вот только наш герой на М44 не знает, что он остался в компании гениального стратега Хумеля. 2 САУ отправляются на поиски врага, КВ-2 в засвете, американская САУ летит, КВ-2 убивает ее и сам умирает от столкновения с трупом. А кто победил? Конечно, Хумель. Хитрость и расчет. Едем дальше. Закончим разогрев на Рыбацкой бухте. Вот знаете, бывает так. Садишься ты такой на арту, и что-то не прет. И надамажил ты немного, и не убил никого, да еще и остался один против 4 врагов. И вроде все по делу, но как-то обидно. А ко всему еще и начинается захват, и на тебя выкатывается ИС-3. И кажется, что уже ничего не способно обрадовать тебя, как вдруг ты с вертухана убиваешь захватчика, просто не попав в другого врага. Не, сам-то ты тоже умираешь, но это прекрасное чувство, когда все-таки успел подгадить. Блаженство. Как будто снова вернулся в детство и бросил пакет с водой из окна. Ладно, хватит ностальгировать. Переходим к номинациям. Воином этой недели становится игрок с ником Безумный Макс 112 на Т-54. Начало боя на Северо-Западе складывается для советского СТ более чем удачно. Он легко отправляет в ангар аж 3 врагов. И, видимо, такой бодрый старт вселил уверенность в нашего героя, и он, абсолютно не думая, выскочил под 2 ствола. Обидчики, конечно, не задержались в бою, но просто так отданные 650 единиц здоровья — это не очень хорошо. Как бы то ни было, бой продолжается. Миникарта вовсю вопит о том, что другой фланг полностью сдан, и чуть ли не все враги прут в сторону нашей базы. Таркан на всех парах едет отбивать родной круг, но по пути останавливается, чтобы отомстить за союзного Т-71. Следующей жертвой 54-ки становится МХ-12Т. И хоть этот фраг и сделал нашему герою воина, радости от этого чуть. 3 из 4 союзников раскиданы непонятно где, а 4-го уже вовсю прессуют аж 3 вражеских танка. Спасти союзника не удалось, а вот обратить в бегство Тайпа — это пожалуйста. Но это лишь один враг. Таракан занимает удобную позицию в ожидании остальных, и они мгновенно появляются. 110-й СТА-1 едут давить Т-54. Броня, дома и маневренность помогают 54-ке справиться с китайским тяжем, а для японца хватит и просто брони. Забираем СТ тараном, и тут же еще 2 врага. Неуверенные действия уже знакомого нам Тайпа позволили Т-54 сконцентрироваться на британской ПТ. А как показывает практика, если наш герой на ком-то сконцентрировался, то этот кто-то умирает. Неугомонный Тайп все же пробивает таракана, но последующий обмен выстрелами стал для него последним. 10 фрагов и счет 13-12. И хоть запаса здоровья у нашего героя меньше, чем сочувствие у Джорджа Мартина, а союзники больше походят на безногих футболистов, шансы все равно есть. Т-54 отправляется на поиски оставшихся врагов и засвечивает арту. Выстрел в САУ летит мимо, артиллерия разворачивается, второй залп проходит удачно, ответ арты и мимо. Каким-то чудом 54-й еще жив, дрожащими руками он добивает врага и теперь остался один. Советская СТшка разворачивается, и тут же рикошет. Пантера-2 затаилась и стреляет из низосвета. Т-54 тут же мчится в сторону, откуда ему прилетело, и по пути нашептывает сам себе: «Как же вовремя ты повернулся!» Наш герой выскакивает на последнего врага, и теперь главное не подставиться. Твердый лоб 54-го выдерживает попадание Пантеры. Немец вот-вот умрет, и есть! Победа! 12 фрагов и больше 9000 урона. Отличный результат, который достоин звания воина этой недели. Поздравляем! Звание отличника этой недели уходит игроку с ником Кацамута.
на ВК-4502А. Нечасто мы видим этот танк, а потому еще интереснее наблюдать за тем, как он в начале боя на скрытой деревне в одиночку сдерживает сразу несколько вражеских машин. Соперники, что есть мощи, лупят немца по гусенице, а он в это время спокойно выколачивает из них урон. Первый в ангар был отправлен ИС-6, а сразу за ним Су-152. Путь немного расчищен, что позволяет немецкому тяжу зайти в тыл второму ИСу, а чуть позже и КВ-85. Наш герой продолжает движение к вражеским владениям, но счет и миникарта заставляют его передумать. Деревня прорвана, и соперники вот-вот ворвутся на базу. ВК возвращается, а полоска захвата уже начала заполняться с тройной скоростью. Первый снаряд прилетает ИСу, но сразу после этого наш герой резко меняет приоритеты. КВ-5 куда более опасный. Сложно пробиваемый тяж 2 выстрела отправляется на покой. ИС в это время спрятался за домом. Но что такое дом по сравнению с настоящей немецкой яростью? И здания, и советский ТТ были буквально уничтожены альфа-тапком. Тут же в центре обнаруживается АТ-7. Выцеливать британские лючки не самое простое занятие, но только не для немецкой точности. Перестрелка с ПТ заканчивается в пользу нашего героя, а счет 13-13 и чемодан арты без урона делают победу все ближе. Немец едет через деревню на поиски оставшихся врагов и достаточно легко находит их. Первой отправляется на покой артиллерия. Е-25 в это время пытается голдой прошить шкуру нашего тяжа, но это все тщетно. Альфа-тапок едет за последним скальпом, но скальп сам выкатывается на него. Безумная скорость и ДПМ ПТшки способны перевернуть все с ног на голову. Тяж пытается избежать карусели, несколько выстрелов проходит с уроном, но нет, ВК побеждает. Прекрасная победа, 9 фрагов и, внимание, 7000 урона на 8 уровне. Кто это, если не отличник недели? Поздравляем! В номинации «Братья по оружию» сегодня побеждает взвод из Т-62А, СТБ-1 и объекта 430. В начале встречного боя на Священной долине наши герои отправились в обычное место бадания танков на этой карте. А потом они подумали и отправились в обход. Такой маневр сразу начинает приносить свои плоды. Грозный хомяк не успел спрятать свою филейную часть, за что и был отправлен в ангар. Т-110Е3 так вообще не понял, с какой стороны его убили. В принципе, как и Лев и еще один Т-54Е1. Т-62А затевает перестрелку с Як-Тигром, что логично приводит его к потере здоровья. Правильно, нечего так топорно перестреливаться с ПТ на дистанции. В это время СТБ-1 забирает вражескую САУ, а немного хитрости и коллективизм все-таки позволяют уничтожить и Ягу. Счет 6-6, и сирена не затихает ни на секунду. СТБ-1 забирает еще 2 врагов, а объект сбивает захват. 430 тут же служит отличной приманкой для объекта 268, что позволяет Т-62А сравняться по фрагам с СТБ-1. Небольшое затишье прерывается смертью последнего невзводного союзника, и наши 3 богатыря остаются против 5 врагов. Немного погодя, СТБ-1 вновь вырывается вперед по фрагам, а Т-62А в это время пытается захватить базу под обстрелом 140-го объекта. Позиция врага дает куда больше свободы для маневра, а потому 62-й очень быстро теряет здоровье. Взводные уже добили оставшихся врагов и готовы прийти на помощь. 430-й обходит соперника, Т-62 спрятался за камнем, и враг выскакивает на нашего захватчика. Здоровье у злодея будет на выстрел больше. Первый обмен снарядами проходит с обоюдным уроном, выстрел еще и не пробил. Соперник не смог забрать 62-го, и тот легко добивает его. Просто ураганом прошелся взвод по команде врагов. Убили всех. Что тут еще сказать? Конечно, братья по оружию этой недели. Поздравляем! Поддержкой этой недели становится игрок с ником «Вот» на Т-71. Попав на Священную долину в бой к девяткам, наш американец не растерялся. А главное, он не попер вперед, сломя голову. Аккуратненько встать на пригорок и поработать по чужому засвету. При необходимости повторить. Хотя вы знаете, повторить, наверное, уже не получится. Счет 2-7. А когда 71-й грамотно добирает вражеского таракана, соотношение сил и вовсе становится 4 к 10. Шотный Як-Тигр и вторая Пантера немного скрасили ситуацию, но лишь немного. Покатушки вокруг деревни в ожидании перезарядки заканчиваются на счете 8-12. Союзную ПТ прессуют как могут, но подмога уже близка. Спасти товарища не получается, но обмен его на СТ-1 — это не так плохо. А застрявший Як-Тигр 8-8 так и вовсе прекрасно. Омрачает это все действо только смерть последнего союзника. Теперь наш герой 1 против 5. Думать и гадать, где враги, долго не приходится. Очень скоро начинается захват. Т-71 на всех парах мчится к базе. Е-75 захватывает. Немец очень даже не обделен здоровьем. Одного барабана явно не хватит и... О-хо-хо! Взрыв БК в такой ситуации — это то, что нужно.
В считанных метрах от американца падают чемоданы, но не задевают его. Уходим на перезарядку и двигаем к вражеской базе. Но не успевает Т-71 доехать, как вновь начинается захват. Выбор очевиден – разрядить барабан и возвращаться. Забрать хотя бы одного врага не удалось, а виной тому невозможность остановиться. Тут же 71-й летит на родную базу и обнаруживает 9-го Ваффентрагера. И этот здоров как бык. ЛТ начинает крутить немца, который никак не хочет умирать с одного барабана. Но ловкость и маневренность американца позволяют ему дождаться перезарядки и все же отправить ПТ в ангар. Ух, это было горячо. Остались 3 арты. Засвет из центра карты проходит, но соперник быстро прячется. Следующий маневр становится более удачным. Проезд через деревню и добивание Лоррейна. Отлично. Оставшиеся враги около базы. Наш герой аккуратно объезжает круг, чтобы не лишиться эффекта неожиданности, и выскакивает на врага, как монстр из фильма ужасов. У М40-43 не было шансов, а кривой выстрел от Су-14-2 был больше похож на акт о капитуляции. Просто невероятный бой. 10 фрагов и больше 5000 урона. Ну кто ожидал от этого парня такого? Однозначно, поддержка этой недели. Медали Лорен и голда твои по праву. Защитником этой недели становится игрок с ником Мрак.ру на Яктигре 8.8. Начало боя на лайв-оксе можно описать только одним словом – мясо. Это правда. Настоящая заруба происходит около моста. И как оказалось, это только на руку нашему герою. 5 врагов успел он отправить на покой. И вроде все хорошо. Даже счет 9-8 в нашу пользу. Но на войне главное – тактическое преимущество. А оно сейчас не на нашей стороне. Соперники прорвали город и вот-вот начнут выкатываться на базу. Счет быстро становится менее позитивным и уже идет захват. Меткое немецкое орудие немного успокаивает пыл Т-34, но делу это помогает чуть. ПТ продолжает попытки защитить родные владения, и пока враги увлечены уничтожением союзников, ей это удается. ИС-6 и все тот же Т-34 выкатились из укрытия и мгновенно были наказаны. Американец и вовсе покинул бой, а вслед за ним и КВ-13. Хорошо? Не думаю. Счет-то уже 11-13, а захват продолжается. Но меткий выстрел по 6-му ИСу заканчивает вой сирены. Тут же надоевший Чири объявился в зоне прострела и в 2 выстрела был отправлен в ангар. Вот теперь хорошо. Счет равный. Остались 2 врага. Наш Яктигр и союзный Т-34-1 едут вдоль моста и обнаруживают спящего соперника. Яга начинает колупать его оставшимися фугасами, но тут же начинается новый захват. Оба героя мчатся на базу, враг уже виднеется, но нет, не успели. Поражение. Знаете, это происходит редко. Нет, не проигрыш, когда ты тащил. Такое как раз происходит постоянно. Я про награду. Парень сражался как мог, набил 10 фрагов, нанес больше 6500 урона и просто не успел. Но, как бы то ни было, мне бы хотелось наградить его. Это был отличный бой, и несмотря на поражение, он заслуживает попадания в лучшие реплеи недели. Защитник, который не защитил. И такое бывает. На этом у Кирилла все, а с вами Ольга Сергеевна и объявление победителя прошлого выпуска. Напоминаю, что голосовать за лучший реплей нужно на нашей странице ВКонтакте. Победителями прошлого выпуска стали игроки из номинации «Братья по оружию». Поздравляем победителей и дарим им дополнительную порцию золота. Уху! Если вам не хочется проигрывать на Яктигре 8.8, как игрок из номинации «Защитник», то мы рекомендуем короткое обучающее видео по этой технике. А еще у нас появилось новое остросюжетное видео об AMX-50B. Не пропустите и его. Теперь точно все. Спасибо, что были с нами. Пока-пока!